Сколько тебе понадобилось времени, чтобы дойти до дохода 5000 евро в месяц? В месяца 4-5. Ты конкурируешь с АИ? Нет. Классного креатора его даже человек заменить не может. А ты даже, наверное, не знаешь, что найм такое. Кого я здесь должна вообще-то слушать? Все меня должны слушать. Кто должен обеспечивать женщину? Стать чьей-то содержанкой и кайфовать. Это самое крутое, что можно сделать. Что по поводу мужчин? Да, я обожаю с ними соревноваться. Ну скажи, это же сложно, наверное, найти фрилансеров. Это был ад. Было ли у тебя когда-то, что на счету 0 нет клиентов? Но это пиздецовая очень ситуация. Хочется из этого выбраться. Ты когда-то увольняла кого-то? Да, легко. Экзит там. Итак, всем привет! И снова с вами на канале Про Цветок история наших героев, которые живут в Португалии. Сегодня к нам в студию пришла девушка, которая смогла успешно построить бизнес, онлайн-бизнес, который приносит 5000 евро дохода. О том, как она эмигрировала в Португалию, о том, как она живет в Португалии здесь сама, без помощи родителей, парня, мужчин и всех остальных, и сама все это сделала, мы сегодня поговорим. И вообще, реально ли это? Как вообще можно здесь построить бизнес? Давайте обсудим. Всем привет! Привет! Привет, София! Очень рада здесь быть, спасибо, что пригласила. Будет очень интересно обсудить касательно бизнеса в Португалии. Это, конечно, громко сказано, потому что он онлайн, то есть он не нацелен на только там Португалию, он нацелен на РФ, нацелен на Дубай, США, то есть мы работаем со всеми странами, и в этом огромный плюс, то есть ты не зависишь от, условно говоря, экономики одной какой-то страны, это удобно. Хорошо, давай тогда сразу я уточню по вопросам. Вот ты знаешь, что это довольно сложно начать здесь что-то с нуля, и при этом, чтобы ты могла зарабатывать деньги. Расскажи мне, что это за бизнес онлайн, который помогает тебе здесь держать себя на плаву, и более подробнее. Более подробнее, изначально получалось это как фриланс, то есть я занималась просто фрилансингом, как это можно правильно сказать. Я занималась этим давно, еще с лет, наверное, 15. Поначалу это, конечно, классно, когда там у тебя нет каких-то больших расходов, то есть ты это делаешь как просто по приколу, тебе с этого интересно. Но когда ты понимаешь, что тебе нужна стабильность, у тебя уже цели гораздо больше потребностей, и как бы дело в том, что чем раньше ты начнешь, тем как бы, можно сказать, экстерном ты растешь и развиваешься, то есть у тебя желания уже растут. И я начала понимать то, что я уже в этом фрилансе, я в нем не помещаюсь, мне там тесно, мне там неудобно, мне было неудобно там от нестабильности, которая в этом есть, от того, что там нужно как-то очень слишком подстраивается, вот там условно есть 2 каких-то проекта, потому что ты больше сам взять не можешь, чтобы это делать качественно, и вот там под них нужно подстраивать свой график. Я всегда была такая, то, что кого я здесь должна вообще-то слушать? Все меня должны слушать. Поэтому, конечно, именно с каким-то таким passion, рвением к чему-то гораздо проще открывать бизнес и просто газ в пол всегда. Неясно там, что будет, в долги влезем, открывая это все. Но ничего, будет классно anyway, потому что это хотя бы какое-то новое действие. Ты делаешь что-то, чтобы прийти к новому, а не просто топтаться на месте и бояться, вдруг не получится. Все же, очень легко сказать открыть бизнес, хорошо, но какой бизнес? Все люди и с самого начала, как только думают открыть бизнес, это что-то такое масштабное, крупное, которое приносит миллионы, поэтому давай развеем. Бизнес на самом деле может быть очень разным, то есть это не обязательно нужно открывать шоурум, открывать ресторан. Я открыла онлайн-агентство по видеомонтажу, то есть мы монтируем Reels, и даже не большие какие-то там YouTube-выпуски, мы можем их иногда брать, но прям большинство нашего упора, оно максимально идет именно на Reels, на блогеров, на бренды, потому что это более востребовано, это гораздо более востребовано, и у блогеров, у них очень большие объемы контента. И вот, кстати, почему я именно решила открывать агентство, а не монтировать самой, потому что вот там есть блогер, условно, она UGC-креатор какой-то популярный, и у нее куча заявок на монтаж, на вот эти видео, которые она снимает, и у нее нет времени делать это самой, но у нее таких роликов выходит 10 в неделю.
И никакой фрилансер с этим не справится, то есть это только на нее тогда работать. И, соответственно, у нее оплата тогда должна быть этому человеку очень большая, и там дебет с кредитом сходиться не будет, сколько платит ей и сколько она будет отдавать на монтаж вот этого всего. И плюс еще не факт, что человек качество вывезет. А когда есть агентство, они легко могут отдавать вот эти 10 видео в неделю, при этом покупая просто пакет, где есть эти 10 роликов, ну вот в неделю как раз-таки, и у них хорошее качество, все в сроке, и плюс они еще не заботятся о том, что во все это нужно вникать, делать там эти регламенты, постоянно контролировать видео, вносить правки, то есть всю вот эту внутреннюю именно кухню, которая занимает колоссальное какое-то количество времени, это все делаем мы. То есть я еще с партнером открыла, с Машей. Вот, и я на самом деле не знаю, как бы я бы сделала это одна, честно, потому что то, какие большие объемы задач, сообщений, вот отвечать на сообщения, мне кажется, это самая любимая и нелюбимая моя часть, менеджерить все это, но это, по сути, наша часть с Машей, основная, помимо там бухгалтерии, организации всего, но тогда. И я не знаю, как бы я бы это одна делала. Ну, выглядит интересно, но скажи, это же сложно, наверное, найти фрилансера, потому что вы же тоже должны отвечать за качество. Ты, например, умеешь монтировать рилсы, чтобы понимать, какое качество требовать от человека? Да, я сама монтировала очень много до этого, и то есть, ну, у меня прям классный взгляд, и у Маши тоже, и мы сами еще до сих пор монтируем какие-то видео в нашем агентстве, ха-ха, потому что все равно клиенты приходят к нам за нашим видением, и если мы понимаем, что вот для этого проекта с их объемами мы можем здесь еще выступить не только как руководители, но и как также руки, которые могут это видео сделать, потому что у нас есть навыки, мы тоже можем взять, то есть если именно проект требует нашего личного туда вовлечения, потому что бывают, приходят прям за видением и говорят, то, что вот нам не нужны фрилансеры, да, там мы знаем, что у вас там классная команда, все круто, но вот нам надо, чтобы смонтировала Маша, и все. И тогда, ну да, в таком случае мы тоже берем, но найти фрилансеров — это был ад. Да, честно. расскажи Это, подробнее, потому что я тоже прошла это через этот жесть. ад. Да. Это жесть, потому что у людей очень может расходиться видение с тобой, и вот мы искали подрядчиков, это были какие-то сорванные сроки, это просто вот качество видео, которое не соответствует референсу, которое не соответствует запросу, люди просто не вчитываются в ТЗ. И, ну, самое, наверное, такое сложное было то, что они высылают портфолио, но это портфолио абсолютно не соответствует их уровню работы дальше. То есть либо эти работы вымучены на каком-то курсе по 2 недели, где там... Или аишные какие-то. Или аишные, да, там куратор правки вносил 2 недели, и весь этот ролик там, считай, делали группой профессионалов на курсе, и все, вот он в портфолио, вот она его высылает. Мы смотрим, думаем, классно, нанимаем, отправляем тестовое задание, а там вообще другое на выходе будет. Абсолютно другое. Невозможно угадать качество. И самое сложное — это найти именно людей, с которыми у вас будет матч по ответственности и по включенности в эти проекты. То есть, ну, бывают такие люди, которым, да, сделал, отправил. Хорошо. А бывают те, которые прям подписываются на эти блоги, им интересны сами блогеры, им интересно за ними следить, то есть им интересна тематика, и им реально хочется в этот контент вложиться. Вот сейчас у нас такая команда, у нас 10 человек-монтажеров, и вот, ну, мы отобрали идеальных просто девочек из всех, которых мы отсматривали. Кандидатов, мне кажется, было больше, чем 200. Вот из 200 мы нашли 10 только. И это, ну, это самые лучшие люди, мне кажется, которые только могут быть. Ну, вот интересно, а где вы берете клиентов? Как вы находите клиентов? Кто занимается отделом продаж? Инста. Я все через свой блог делаю. То есть это рилсы и сарафанное радио. Но в основном только через инсту, через рилсы. То есть к вам приходят через рилсы, смотрят, какие у вас рилсы, и, соответственно, к вам обращаются. Да, у вас есть какие-то пакеты услуг? Расскажи, как вы построили вот этот вот, какие пакеты есть, ну, чем вы интересны, в отличие от других агентств?
Все на самом деле основано на количестве и на уровне включенности. То есть пакеты на там условно большие вот эти количества в неделю, там где 10, 12 и больше. То есть это для UGC креаторов и больших брендов. Но чаще всего берут пакеты на месяц, то есть, например, экспертам им бывает сложно организовать свой график, чтобы снимать такие количества. То есть вот есть UGC-креаторы, но у них контент-завод, потому что им присылают там эти обзоры, задачи, они поэтому много снимают, потому что у них нет выхода другого. А есть эксперты, которые только начинают вести блог, или же которые ведут продолжительно, но у них нет какой-то привязанности к количеству вот этого контента, и они просто, публикуют сколько хотят. И, соответственно, они берут прям пакет типа 10 рилсов на месяц или 15 рилсов на месяц. И есть еще 20 и 25 на месяц. Кто берет, кому как удобно. Чаще всего, наверное, более-менее начинающие блогеры у нас берут на 10. То есть это такое... Сколько это стоит? От 300 евро. 10, 30 евро за ролик. Вообще да, отлично. Да. Вы готовите сценарии или это полностью лежит ответственность? Depends, очень depends. То есть бывает так, что у человека уже есть сценарий, и в команде есть маркетолог, который этим занимается. И чаще всего должно быть так. То есть мы агентство именно по контенту, по видеомонтажу, и мы не занимаемся как полноценным SMM-продвижением, SMM-стратегиями и вот этой всей темой. Но если же проект этого требует, то есть приходят люди, вот у нас есть девушка из США, у нее своя студия красоты, и она говорит, у меня нет сценариев и нет маркетолога, соответственно, в команде у нас есть маркетолог, которого мы тоже можем привлечь, и она будет помогать со сценариями, монтажеры будут делать видео, мы это контролируем, то есть может быть и такой формат, но чаще всего уже приходят со своим маркетологом, и это на самом деле, самое правильное, что можно сделать, потому что под эти задачи всегда должны быть отдельные люди, и никогда один человек не должен отвечать за таргет, за статистику, за там монтаж видео, за лидов и так далее. То есть это жонглирование, оно ни к чему хорошему не приводит, это должны быть разные люди. Были ли какие-то трудности в начале, какие-то фейлы, возможно, когда не получалось, и уже ты понимаешь, что нет, я больше не хочу, и все, я закрываю эту всю контору. Прям до поинта не хочу не было, но, наверное, из сложностей это были, конечно, кассовые разрывы. Это первое, что ты встретишь, и к этому нужно быть готовой. То есть ты будешь должен в лучшем случае денег себе. Так, когда ты только начинала, вспомни это время, потому что многие сейчас стоят перед тем выбором уйти с работы, там, где стабильно и все хорошо, и открыть, как ты вначале сказала, свой бизнес. Как же это легко? Какие были страхи в начале? Получалось ли все? Потому что бизнес — это тоже нестабильно. Это точно так же, как работать на фрилансе, по сути. Какая разница между тем, что когда ты берешь заказы и проекты, и своим каким-то детищем, которое, по сути, тоже приносит иногда нестабильный доход и имеет кассовые разрывы? Здесь, морально нужно быть готовым ко всему вообще в целом по жизни. И бывает так, что сложно, бывает так, что нестабильно. Стабильности ее в целом нигде нет. Ты свое забираешь и создаешь всегда сам. И чем от фриланса отличается? Наверное, только тем, что люди понимают, что у них больше уровень ответственности перед тобой, потому что на фрилансе там, даже договора воспринимаются как что-то страшное, воспринимается как что-то непонятное, что людям там какие-то обязательства на них навешивают. А если ты открываешь агентство, понятно, что это бизнес, и тут не может быть такого, что ни у кого, ни перед кем нет никаких обязательств. То есть, понятно, там видео, сроки, все знают, и просто процессы становятся прозрачными и чистыми, работать проще. Гораздо проще работать, потому что у всех от друг друга прозрачные и понятные ожидания. А во фрилансе такое редко. Нужно ли какой-то стартовый доход? Тебе кто-то помогал вначале? Нет. У меня были отложенные деньги, я на них это открывала. Сколько нужно для того, чтобы открыть? Онлайн-бизнес? Где-то 2К. Угу. Ты какие-то заканчивала курсы, ты какие-то школы здесь заканчивала, именно которые бы
помогли тебе, да, так с нуля взять и вот стать, зарабатывать 5000 евро в месяц? Вот расскажи, вот мне кажется, мы должны как минимум смотивировать молодое поколение. Ну, в Португалии, если ты говоришь какие-то курсы, нет. В Португалии единственное, что мне помогало, это очень много общаться. Вот прям выходить на улицу и знакомиться с людьми. Вот это 200% вот это по жизни всегда поможет. Просто навык общаться, навык знакомиться, навык себя презентовать, чувствовать себя в коммуникации с кем-то, вот это, но это 200% то, что поможет. Это вот то, что мне именно Португалия принесла. Мне кажется, это лучшая страна для этого, потому что тут люди супер открытые, то есть... Но вот... ты не знаешь португальского. Португальского нет, я только на английском или на русском. Вот, и здесь люди очень открытые. Вот я даже ездила там в Лондон, в Париж. Больше чувствуется дистанция. То есть люди не воспринимают тебя так открыто, так вот типа с распростертыми объятиями к себе. Нет, у них вайб то, что как бы не вторгайся-ка ты в мои границы, а вот в Португалии заходи, я тебя жду. Вот, это было очень классно, потому что это тебе сразу дает майндсет, то, что мир классный, мир открытый, в нем много возможностей, людям ты нравишься, все круто. Вот, поэтому Португалия, наверное, принесла только именно как общение людей, а по курсам я много онлайн-курсов проходила. Здесь прям вот в них денег было вложено, будь здоров. Но ты и училась онлайн, то есть ты не ходила в школу, как делают все. Как ты думаешь, это тебе как-то помогло быть такой, кем ты сейчас есть, или же наоборот, ты скучаешь, хочется все-таки социализироваться в школе? Нет, на самом деле вообще не скучаю. Мне кажется, это лучшее было решение учиться онлайн, за что я очень благодарна родителям своим, потому что если бы я бы училась офлайн, ну, у меня бы просто не было времени заниматься всем тем, чем я занимаюсь. А тогда, ну, как бы ты учишься онлайн, у тебя, по сути, весь день свободен, ну, там можно хобби какие-то делать, а мне что-то не особо было интересно. Как ты думаешь, возможно ли масштабировать твой бизнес? Какие тренды ты сейчас видишь в данном случае, вот именно в маркетинговом агентстве? Потому что, насколько я знаю, сейчас искусственный интеллект заменяет всех видеокреаторов, и сейчас свободно можно самой генерировать все эти ролики без каких-либо агентств. Неправда, на самом деле. Вот классного креатора его даже человек заменить не может. То есть вот опять же, как я рассказывала, к нам приходят, и мы говорим, у нас вот агентство, у нас есть фрилансеры, но человек говорит, мне вот только Маша должна смонтировать, и никто больше. То есть даже человек не может заменить определенное видение, которое нужно клиенту. И Ишка — это классная тема, она полезная, это круто, то есть лайк. Но если уметь это грамотно использовать, у нас есть, например, проект по косметике, и они не снимают прям материал, ну вот, по крайней мере, последний месяц у них просто нет возможности на съемки, потому что там все разошлись в отпуска. И как бы здесь надо озвучку от кого-то вытрясти, здесь надо там видеограф в отпуске, там на сообщения, на имейлы никто не отвечает. Что делать? Конечно, приходит на помощь ИИ, но которым нужно уметь пользоваться. Я думаю, мы даже вставим на монтаже, что мы делаем. И есть такие как бы ишки, которые выглядят кринжово, откровенно говоря. Ну, я думаю, ты видела какие-нибудь палетки в воздухе летают, вот кринжатина прям. Ну, или шрифт такой, я просто не могу даже это передать. Да, то есть есть кринжовый вариант, но это только в том случае, если не уметь этим пользоваться. Но у нас прям есть пакет с ишками, и есть специальный человек, который умеет очень классно с этим работать. И получается видео, которое выглядит так, будто бы это снято видеографом для вот, ну, типа Maybelline. То есть это прям, ну, классный уровень контента. И в таком формате это можно использовать. То есть если нет возможности для съемки, то на помощь приходит ИИ. Плюс, например, с бюджетами тоже по-разному бывает. Например, снять такое видео, это может, ну, там, до 100 000 рублей дойти. Бюджет просто на один рилсик. Соответственно, дешевле это гораздо будет сделать, если это заказать с ИИ. Гораздо дешевле. Но все равно как бы стоимость будет выше, чем обычный ролик, соответственно. Ишка — это классная тема как и для бизнеса, так и для того, кто это покупает. Поэтому, если грамотно все уметь использовать, все хорошо. Ну, а в будущем как вы планируете масштабироваться? Ну, 5000 евро — это же не твоя планка, я уверена.
Ну, масштаб, конечно, да, это 100% то, к чему мы идем. И пока какие мысли у меня есть, во-первых, это запустить обучение от агентства, потому что у нас есть наши монтажеры, но мы хотим выращивать классных прям фрилансеров с нашим видением. Маша очень хороша в монтаже, то есть от нее будет часть по монтажу, от меня по структуре. Там по организации процессов, там более такая бизнесовая часть. И вот только в связке это работает. То есть если только уметь монтировать, но не уметь коммуницировать с клиентом, не уметь задавать правильные вопросы, не уметь понимать, что человеку нужно, какой у него запрос, не уметь грамотно диалог выстраивать, эти навыки монтажа, ну, они просто не прилепятся никуда. Вот, поэтому у нас из идеи масштаба это обучение от Grey Media Agency создать и выращивать прям своих монтажеров. Плюс еще тоже в будущем больше работать именно с маркетингом, то есть сделать полноценные пакеты как по SMM-продвижению. То есть у нас сейчас есть девочка-маркетолог, но она больше на, как сказать, на связи, когда именно это нужно, и больше мы специализируемся на монтаже. Но в будущем, конечно, хочется развиваться еще тоже в сторону прям маркетинга и вот эти вот две позиции, то есть маркетинг и обучение. Какие основные страны сейчас у вас в клиентах? То есть планируете ли вы идти на Америку? Я знаю, в данном случае это очень, мне кажется, актуально. Сейчас там очень много блогеров. Да, с Америкой мы работаем в основном с Америкой, с Дубаем и с РФ. Но сейчас больше с Америки. Очень классно еще разница во времени здесь играет, потому что с России, вот, например, где у нас монтажеры сидят, они могут видео делать в более удобном графике, то есть позже, а в Америке это все равно там где-то будет, 4 часа дня. Вот, поэтому удобно. Мы с Америкой мы работать любим. Если вы из Нью-Йорка, откуда-то из Майами, welcome. А скажи, как вы нашли клиентов в Америке? Ну, то есть явно не через Инстаграм, ну, то есть это немного сложнее, чем кажется. Инста, все только инста. Ну, хорошо, как? Я просто знаю, что там же геолокация настроена. Это немного, мне кажется, нет. Зависит от того... Или мы говорим сейчас именно за клиентов русскоязычных? У нас русскоязычные, то есть у нас все русскоязычные, но они located просто по миру. Или бывает так, что, например, контент залетает там на Дубай, условно, но на людей, которые живут в Дубае, русскоязычных. И там одна девушка может быть продюсером большой корпорации. К нам так очень большой проект пришел, Non-Beauty, это как дубайский Amazon, можно сказать. А она как раз-таки была вот продюсером в этом бизнесе, и она просто нам написала, вот мы ищем того, кто будет заниматься рилсами. Там, кстати, с Ишкой тоже у них, потому что нету материалов в основном. То есть если нет материалов, то вы спокойно дополнительно даете возможность генерировать видео? Да. Вот, и поэтому записываешь на русском, но в любом случае это вылетает на другую аудиторию. А сколько из своего дохода, вот ты заработала какую-то часть, сколько ты тратишь на вот эти фрилансы и все остальное, и потом сколько чистого дохода выходит? Хороший вопрос. Про циферки. Мне когда так спрашивают, у меня любимый ответ, но обычно, когда парни спрашивают, я говорю, первое правило джентльмена — никогда не говорите цифры. Но тебе так не ответишь, увы. Давай поговорим про Лиссабон. Личную любимого. Ну, как минимум про бизнес, я думаю, уже все понятно. Но было бы желание, можно все. И главное, чтобы не было страшно. Да? True. Расскажи, вот как ты переехала, когда тебе было 14 лет. Расскажи, какие трудности тебе здесь, вот самые такие челленджи, которые были вот именно в эмиграции, при переезде. Поначалу, когда ты переезжаешь ребенком, тебе все новое, все весело, просто, да, жизнь топ, классно, все, что я могла сказать. Но именно такие challenging моменты, они начали быть, когда я начала заниматься как раз-таки фрилансом. Первые это были какие-то лиссабонские проекты.
И тут надо, наверное, про уверенность. То есть надо было очень быстро учиться быть уверенной, собранной, взрослой, макияжа побольше и побольше уверенности. Еще очки нужно одеть. Вот. Но я максимально себя пыталась, как это сказать, вытрясти, и поэтому я много знакомилась просто с рандомными людьми, потому что первая идея была научиться разговаривать. Нам нужно научиться себя презентовать. Вот видишь кого-то в кафешке, идешь с ним болтать, чё, кто ты, откуда, чем ты занимаешься, ля-ля-ля. И постепенно эта уверенность нарастает, и навык этот приходит. Ну да, то есть это в основном общение, опять же. Но есть что-то, что тебя вот жутко раздражает в Португалии, и ты бы не хотела бы из-за этого? Вот это, наверное, единственная причина, из-за которой бы ты переехала. Наверное, то, что город 3 на 3 метра. Он очень маленький. Вот, наверное, это. И у меня ощущение, что я тут уже была в каждом ресторане, я попробовала здесь все развлечения, которые только могут быть. Уже, не знаю, что-то еще можно сделать. Дом купить, как минимум, ладно. Это развлечение мы еще не попробовали, да. Но вот то, что, да, город очень маленький, и плюс еще ощущение, что все друг друга знают, и у тебя будто бы такое чувство, что ты в игре, в такой, типа, карта, и ты персонаж, который просто так вот по кругу ходит. Вот это дурацкое чувство, поэтому я люблю путешествовать. Ну да, это вот проблема, когда ты крутишься только в русскоязычном комьюнити в каком-то, и получается, даже если ты с кем-то новым знакомишься, вот кто-то да знает кого-то. Всегда вот эта история. И тут больше, наверное, и про репутацию тоже. Вот вспомни, вот если, допустим, кто-то тебя порекомендует, то потом это тоже вот очень хорошо расходится по сарафанке. Ну, прям очень хорошо. Да, да. Мои подкасты это. Потому что у меня в основном нет каких-то там активных продаж, или я там не приглашаю особо никого. Все просто пишут и все. А что по поводу мужчин? Как они реагируют? По-разному. Вот зависит, кого будешь выбирать на самом деле. То есть, не знаю, можно осуждать, но если я листаю этот дейтинг, и там что-то помимо founder написано, это свайп влево. Потому что это будет такой вайб, то, что какого-то, не то чтобы зависти, не могу сказать, но просто немножко какой-то раздраженности, то, что девушка молодая, и она там успешнее тебя, а тебе там 35. Вот, это да, поэтому просто чтобы не было каких-то ситуаций, где я должна чувствовать себя меньше, чем я есть, и пытаться как-то, вот я что-то тут какой-то бизнес так делаю аккуратненько. Я так не люблю. Это просто не то, как я себя миру даже представляю, не то, как я себя чувствую. Поэтому выбирать просто людей, с которыми ты будешь моськой, а не они. И как бы выбирать того, кто будет гораздо круче тебя. То есть, понятно, что 5К — это не верь, счастье, богатство и всего прочего. Это просто окей. Есть те, которые 50К зарабатывают в месяц, и им не хватает. Есть те, которые 100, 150, то есть всегда больше есть. Выбирай просто тех, кто больше, поэтому им на тебя в этом случае, у них будет уважение к тому, что ты тоже что-то делаешь, но у них не будет какой-то негативной реакции. Или же, даже если парни помладше, типа где-то там 20-24 примерно моего возраста, вот у них больше суппорта гораздо. Интересно, кстати, почему так? Это загадка, я еще не нашла на нее ответа, но у них больше гораздо вот этого включения, суппорта, вайба какого-то, то, что они хотят тебя поддержать, ты им интересна как личность. У тех, которые постарше, вот там типа 30-35, у них такой же вайб. Я думаю, что это связано с тем, что это про какие-то упущенные возможности, и когда они тебя смотрят, они видят просто свои упущенные возможности. И смотря на тебя, выходит снова, как ты говоришь, зависть какая-то. Даже не зависть, а вот это вот чувство такое неоднозначное. Но часто тебе мужчины говорили, что ты, наверное, работаешь, что ты рассказываешь, какой бизнес, наверное, какая-то модель. На самом деле это люди с, вот таким вот мышлением, то есть там, как у кота мозга, наверное, примерно, и какого-то масштаба личности. Было, наверное, 2 раза такое мне сказали, но я прям встала и ушла.
Еще плюс на свидание всегда надо брать с собой кэш, чтобы вот так красиво на стол кинуть и уйти. Ну вот 2 раза это было, и все. То есть в остальном все адекватные. Я поэтому очень Лиссабон люблю, потому что здесь и мужчины классные, и люди классные, и с кем можно очень много с кем подружиться. Свидания зачастую очень классные, интересные. Поэтому здесь в целом круто. И люди с каким-то классным майндсетом. То есть, ну, как будто бы отбор какой-то есть. Не знаю, дураков реально мало. Ну, здесь, по сути, дорого жить иммигранту, если мы сравниваем с другими Дорого? странами. Да, ну, тут, по сути, если ты эмигрировал сюда, то тебе нужно как минимум иметь какие-то суммы денег на квартиру, за квартиру оплатить и вообще, чтобы тут как-то существовать. А если мы, допустим, берем какие-то другие страны, ну, ту же самую Германию, то там можно устроиться на обычную работу, и она будет покрывать как раз твои расходы на аренду. А здесь Здесь обычная работа, но она нет. навряд ли что-то покроет. Да, поэтому если сюда и приезжают, я думаю, что здесь в основном приезжают какие-то фрилансеры, ну, Digital да, nomad. да, ну 100%, но иначе тут никто больше не выживет. На социальных обеспечениях тут никто не сможет сидеть. А кто в основном, европейцы или наши ребята? Я по американцам. По Да, американцам? я по американцам. Я же говорю, если вы США, то к нам. Это неспроста. О, интересно. Вот, у них вайб открытый, то есть они больше какие-то жизнерадостные, в них больше просто вот какой-то passion to live. Вот это классно, и вайб очень классный. Я всегда за вайб. Если есть матч, если есть классный вайб, если в человеке есть вот, опять же, желание жить такое, делать что-то необычное, путешествовать, развиваться, это круто, это очень круто. Это не особенно как-то сильно зависит именно от национальности, но вот у американцев это больше выражено. Еще у наших, то есть там вот Беларусь, Украина, россияне тоже классные ребята. Больше, наверное, поначалу было наших, сейчас мне больше на английском нравится болтать. И то есть я хорошо научилась болтать на русском, круто, здесь понятно. Смотрим дальше, что у нас есть. Поэтому да, вот на английском интереснее. Но менталитет отличается, американцы и наши ребята, славяне? У американцев больше вот этого масштаба личности, майндсета. Наверное, только этим. А в остальном очень просто... Более амбициозней? Да, более амбициознее, наверное. В остальном, наверное, похоже в целом. 50/50? Да, где-то Да? так. 50/50? Да. Ну, для меня, по крайней мере. Ну, есть просто определенные критерии. У меня ко всему менеджерский подход к отношениям тоже. Где я просто смотрю, насколько вот мне важно в человеке вот это, мне важно там вот это, вот это, вот это. Окей, вот это мы все собрали. И даже в любом менталитете это как, промпт в GPT-шку, оно выдаст примерно похожее. Ну, Вот. а в отношениях кто должен обеспечивать женщину? Окей, была идея однажды такая, то, что стать бы чьей-то содержанкой и кайфовать просто. Была мысль, честно у тебя скажу. еще время есть. Это плюс. Если мне надоест, кто мне запретит? Но потом ты понимаешь то, что твою свободу просто этим купят. То есть купит твое мнение, купит твою амбициозность, купит твои планы на жизнь, и самое страшное, купит твое время. Вот он там, купил твои 2 года, условно. Это уже неплохо. 2 года жизни, которые ты просто никак не развивалась, окей, тратить чужие деньги, это так скучно станет. Это очень быстро становится скучно. Поэтому мне бы, наверное, было бы сложно прям в таких отношениях, плюс когда у человека будет полное право говорить то, что я тебе сделал вот это, я тебе вот это купил, я тебе это обеспечил, и вообще ты полностью существуешь за мой счет, поэтому что ты еще там мне говоришь, какие-то у тебя есть претензии или пожелания ко мне, у него будет ощущение, что он что-то купил, а оно не работает так, как надо. Типа сломанная вещь, и отношение как к вещи, соответственно, тоже. Я купила, оно не работает. Поэтому прям против обеспечения, да, я не за эту тему, я против, наверное. Посмотрим, что будет в будущем. По крайней мере, мой сейчасшний взгляд на это, то есть полное обеспечение нет. Но если вы прям типа съезжаетесь уже с человеком, здесь, конечно, например, 80 на 20. Корни. Да, Slavic girl. 80/20 будет классно. То есть он покрывает
основную какую-то базу, ты вкладываешься тоже, там, за рестораны платить, за такси платить, путешествия можно делить, отели, там, билет самой себе покупать, it's okay. Но там ожидать полного обеспечения не очень, потому что это потом, это прилетит и прилетит, ну, не в лучшем виде. Понятно, что он с тобой всю жизнь не будет. Вот. А так, когда ты тоже вкладываешься, и, собственно, у тебя твой выпендрёж тоже оплачен, так же, как и у него. Но это как-то помогает тебе, вот именно это мотивирует тебя зарабатывать деньги? Ну, вот такой вот именно майндсет, потому что это вот что-то все равно для меня новое. Новое? Серьезно? Ну да. А какой у тебя взгляд на это? Ну, для меня 100/0. И как? Ну вот так. Ну, для меня это как мужчина, он не должен, но просто хочет меня суппортить. И для меня это намного лучше. Я тогда живу в какой-то такой безопасности, как бы. Прикольно. И в этой безопасности я развиваюсь, я масштабируюсь, я что-то делаю, потому что мне комфортно, и мне не страшно, что я что-то там, что завтра мне там нужно оплатить билет, или он хочет поехать на Мальдивы, а у меня нету денег поехать на Мальдивы. Должны быть. Ну да, ну а вдруг нет? А должны быть? Всегда Ну, должны а тогда быть. он едет на Мальдивы, а я не еду. Вот, поэтому важно иметь свое, плюс еще с менами, которые по доходу гораздо больше тебя, я обожаю с ними соревноваться. Это самое крутое, что можно сделать. То есть вот если ты хочешь скачок в какой-то доходе быстро, найди там того, кто там, ну, $100 000 в месяц. Это все мои мужчины. Прекрасно. И когда ты с ними начинаешь соревноваться, это вообще тоже офигенно работает. Это классный буст. Поэтому, ну да, хорошо, когда девушка тоже может вкладываться и тоже уверенно себя рядом чувствовать, что это не просто как приложение к нему, а вы два взрослых партнера, которые просто рука об руку классно живут эту жизнь, life partner, а не то, что там кто-то кого-то взял на обеспечение, как котика такого. Не знаю, мне бы Но это неуютно работает было. на практике? Ну вот у тебя уже были такие отношения? Да, это работает, это классно очень работает. Не, ну нам стоит в любом случае многому поучиться, потому что мы же все-таки разные поколения, поэтому это даже мне сейчас интересно даже как Сколько это. тебе лет? 34. 34? Я думала, где-то 25. Нет. Вот это да. Я же говорю, у меня сыну 16 лет. Вау. Я поэтому, видишь, это вот, наверное, мы выросли в разных поколениях, и за счет того, что мы выросли в разных поколениях, у нас разное представление о том, каким должен быть мужчина. То есть я понимаю, что поколение, которое младше, чем я, они уже очень спокойно относятся к мужчине и к мужским обязанностям. Ну, то есть в отличие от нас. И, возможно, это дает вам возможность быстрее реализовывать себя в обществе, чем вот мое поколение. Потому что вот я только открыла свой бизнес. До этого я работала в найме. А ты даже, наверное, не знаешь, что найм такое. Ну, фриланс, по сути, когда ты работаешь на каких-то 2 клиентов, и как обычно работает, когда приходят к тебе как эксперту, то есть пишет в директ и говорят там: здравствуйте, вот там София, Маша, мы очень хотим работать с вашим там Grey Media Agency, нам очень все нравится, мы вот только с вами хотим. Классно, то есть они видят, понятно, вас эксперта. Но когда ты просто откликаешься на вакансии, которых 1000, и там откликов 1000, и теперь, когда я оказалась на стороне руководителя, я как бы понимаю, какое, откровенно говоря, говно присылают. И, соответственно, восприятие уже становится, ну, такое же. И очень редко могут, когда именно ты пишешь, воспринимать как эксперта. Поэтому, по сути, это тот же самый найм, фриланс, если личного бренда нет. Ты просто делаешь это из дома. Хотя не факт, ты можешь переходить дорогу и вносить правки. Так вот, ну, было все время, пока фрилансом занималась. Тонечка подтвердит, лучшая моя подружка. Важность личного бренда на сегодняшний день. Колоссальная. Только от этого все зависит. Если нет личного бренда, ты fucked up, абсолютно. И все восприятие, именно люди, они будут идти за твоим видением, за твоей идеей, за твоим взглядом на эту жизнь. Их будет интересовать именно то, что ты создаешь. Ты вот как креатор, а не просто то, что нам нужны видео.
Видео могут быть очень разные, но они хотят именно наши. И они хотят наши за счет личного бренда. Вот Маша очень активно развивает свой Инстаграм. Я тоже. И приходит именно за видением, за личностью. Поэтому, да, колоссальная важность личного бренда, 100%. То есть, если нет личного бренда, то есть нет смысла даже идти, развивать бизнес. Выглядит так. Да, да, потому что как бы бизнес такая штука, которая может умереть, может измениться, может видоизмениться. Личность же, за которой этот бизнес стоит, она остается, должна, по крайней мере. Вот. И люди будут идти за ней. Поэтому, да, супер важно. И не делать супер акцент на свой бизнес всегда, больше делать акцент на того, кто этот бизнес создал, потому что люди запомнят создателя, и за всеми следующими его идеями они будут идти за ним. А почему Лиссабон, а почему не Бали? Наверное, потому что тут есть баланс всего. Ты можешь поехать серфить там на Капарику, ты можешь как-то в каком-то очень стильном ресторанчике классно ужинать, потом, не знаю, ты можешь арендовать тачку, поехать куда-то кататься, то есть здесь есть все. И даже учитывая то, что, как я и сказала, ощущение, что город и страна 3 на 3 метра, но в ней все есть все, что нужно, и есть разные вайбы. Можно так вот красиво в пиджачке куда-то выйти на стиле, можно поехать серфить там с растрепанными волосами, и это все одна и та же страна. А Бали — это все-таки, наверное, вайб только растрепанных волос. Да, это, такое. Я еще не дошла до такого дзена, поэтому мне здесь Еще нравится. не открываешь энергию кундалини? Нет, пока нет. Может быть, это будет следующий бизнес, кто знает. Как ты видишь себя через 5-10 лет? Где ты живешь? Какая ты? Да, тут бы через год увидеть со всеми событиями в мире, если честно. Но такое основное видение — машина. Я хочу купить дом еще в Португалии. Понятно, что в ипотеку, кто знает, может, я найду $1,5 миллиона зараз. У меня предыдущий подкаст как раз про ипотеку, можешь обратиться. Вот, контакты есть. Это купить дом, и еще такая мечта — это получить private pilot license и на кукурузнике путешествовать по Португалии и по Европе. Назови самое свое тупое решение в бизнесе. Наверное, с монтажерами по сдельщине работать, то есть не набирать свою команду именно, а просто, девочка классно монтирует, буду я отправлять. Там каждый ролик $40. Это все так делают. И все, и там потом колоссальные суммы выходят. Это как раз-таки был первый кассовый разрыв, так. А сейчас ты нанимаешь их? Да, сейчас типа на зарплате. Самый токсичный совет, который дают начинающим в эмиграции? Да будто бы все вокруг эмиграции токсично, но оно сработает. Поэтому какой бы там токсичный совет не был, он правильный. Было ли у тебя когда-то, что на счету 0 и нет клиентов? Это очень, не знаю, можно на твоих подкастах материться или нет. Но это пиздецовая очень ситуация. Когда начинала, было. И как тогда? Пиздецово. Не хочется все бросить? Хочется из этого выбраться, хочется это наладить, хочется, чтобы это работало, но это, конечно, такая, как лягушка, которая это молоко взбивает, она выпрыгнет обязательно. А было ли такое, что клиент сразу говорил «нет», и ты расстраивалась, и вот как-то, или же говорил «у вас очень дорого»? Они говорят «дорого», могут уйти, через 2 месяца они снова приходят. Поэтому я такая «окей, увидимся через 2 месяца». Как ты справляешься с отказами в данном случае? Ты спокойно отпускаешь или идешь какие-то переговоры? Смотря почему отказ. То есть вообще для меня ответа нету ни в чем. Поэтому важно понять, почему человек отказывается. Возможно, вы просто друг друга не поняли по его запросу. То есть здесь вот может быть просто плохая вот эта not clear communication. Это тоже очень важно. То есть важно уметь понимать, что нужно человеку. Если ты грамотно умеешь ему все это расписать, объяснить, предложить, то да, конечно, согласятся. Если же это просто вот именно плохой продажник, вот поэтому я только выступаю продажником в агентстве, я шарю, как надо делать, то просто даже людям, которые именно к нам обращаются, им проще, потому что их грамотно путь клиента их выстроен. Вот. Но именно отказывать редко. То есть чаще всего уже если пишут, то они все, что могли изучить, изучили, и норм. Сколько тебе понадобилось времени от нуля, чтобы дойти до дохода, 5000 евро в месяц? Где-то в месяца 4-5. Это с набором команды, со всем? Да. И бессонные ночи. Хорошо, что у меня сил много. Я могу 2 часа спать. Я сегодня 2 часа спала. И вчера я тусила весь вечер. Ты конкурируешь с АИ?
Нет, нет, его можно использовать как очень классного помощника. Почему клиенты идут к тебе, а не в крупное агентство? У нас индивидуальный подход к каждому. И то есть нет такого, то, что мы супер работаем на поток, и нам лишь бы хапнуть денег, их достаточно. Поэтому мы можем выбирать и классные услуги предоставлять людям. Не только потому, что нам деньги нужны, а потому, что нам они сами нравятся. И это кейсы классные. Что важнее для роста? Команда, личный бренд или продажи? Продажа номер один. Если ты умеешь продавать, ты продашь что угодно и кому угодно. Вот самое первое — это продажа. Если ты вот заработал денег, дальше ты уже масштабируешь. Ты берешь команду, ты берешь людей, ты думаешь, как это сделать лучше, но вот number one — это продажа. Продажа и уверенность. Так, тебя когда-то бросал клиент и не оплатил? Не-а. Нет. В начале пути, наверное, было как фрилансер, я как коллектор выбивала с нее оплату. Так нет. Но она оплатила в итоге. Твои подруги в эмиграции, ну, то есть как они относятся к тебе? Они точно так же зарабатывают в одном вайбе, или это все таки какая-то зависть? Не, никогда зависти нету. Очень классные люди. Тонечка, я тебя люблю. Ты когда-то увольняла кого-то? Да, да. Это было сложно? Легко. Экзит там. Пропускаешь дедлайны — на выход. Неуважительно общаешься — на выход. Не следишь, не смотришь ТЗ, не включен в проект, не нравится — на выход. Только с теми, кому прям реально интересно. Ты когда-то совершала ошибки Типа жизненный или бизнес? в бизнесе? Да дофига, конечно. Кассовые разрывы. Спасибо тебе, София. Это было очень интересно, и я думаю, очень поучительный подкаст, как минимум для молодого поколения девушек, которые вот еще не нашли себя или боятся уходить с найма или боятся открывать свой бизнес. Поэтому ты, как минимум, меня ты точно вдохновила. Может быть, я рассмотрю вопрос 80/20. Спасибо большое тебе тоже, что ты пригласила. Очень классный, насыщенный диалог получился. Очень рада нашему знакомству. Классно. Надеюсь, это будет кому-нибудь полезно. Ну Очень и круто. вы можете смотреть информацию про агентство в описании к видео, и если что, всегда можете обратиться к Да, Софии. да. Подписывайтесь на мой личный инстаграм, там тоже интересно, классно. Спасибо, пока-пока. Пока-пока.